XZ фандом полон различных игр по Sonic XZ, и по большей части они были сделаны для ПК. А если говорить про такую платформу как Android, то тут ситуация совсем другая. Дело в том, что не каждый автор по какой-то XZ игре горит желанием делать целый порт на Android по игре, которая была сделана изначально для ПК. Прежде всего, это связано с невозможностью портирования игры на мобильное устройство из-за своеобразного строения той или иной программы, на которой эта игра и разрабатывалась. Понятное дело, что целый порт на Android придется делать либо с нуля, либо же добыть исходник путем декомпиляции и попытаться адаптировать его под мобильное устройство. При всем при этом времени на разработку порта уйдет немало. Но неужели XZ игр никогда не было на телефонах? Конечно, были. Но и было ничтожное меньшинство, да и разнообразием тогдашние порты не выделялись. Мобильный гейминг мог похвастаться лишь портами игр с ПК на Android от EOS ROMer, ну и конечно портами 7 версии Sonic XZ и Sally XZ. Шли месяцы, годы, и мобильных игр к Sonic XZ становилось много, настолько много, что мне не хватило и 2 частей, чтобы выделить лучшие из них. Поэтому я и мой коллега по цеху ZAP 69 Studios представляем вам третью часть лучших XZ игр на Android устройстве. Какой 69? Я 65 Studios. На пятом месте нашего топа расположился порт игры Another Sonic XZ Fun Game версия 2.0 от Стаса. Думаю, из названия проекта можно сделать вывод, что ничего особенного порт, как оригинальная игра, из себя не представляют. И на самом деле оно так и есть. Особой динамичностью игра не отличается. Персонажи двигаются достаточно медленно, при всем при том, что задания в игре нужно выполнять на время. Радует здесь лишь небольшая вариативность концовок. О порте тоже сказать особо нечего. Он получился под стать оригиналу. Что ж, с пятым местом мы разобрались, двигаемся дальше. Sonic XZ Dark Souls. Игра, которая уже целых 4 года, как она была сделана на ПК. И вот 28 декабря 2022 года Стас портирует эту игру на Android и на iOS. И это был просто взрыв мозга для некоторых людей, которые увидели эту игру на Android. Сам порт выполнен достаточно неплохо, но в нем есть главное отличие от оригинала, а именно Level Select, который можно открыть при одном нажатии. Благодаря этому можно спокойно перейти на любой уровень и начать его заново в случае проигрыша. Больше мне нечего сказать про этот порт. Да, в нем есть баги, а сюжет вы сможете чекнуть на ютубе или поиграть в обе версии игры, ибо пересказывать сам сюжет в этом топе игр смысла не имеет. Бронзом в этом топе занимает Portable Remake. Portable Remake для многих, кто хорошо знаком с оригинальной игрой, является одним из чудес света. Ведь буквально никто не ожидал портирования этой игры на мобильное устройство. Да и сам факт, что данную игру все-таки портировали на Android, не может не радовать. Конечно же, Portable Remake назвать сверхкачественным язык не поворачивается, ибо в нем довольно много косяков. Например, в порте отсутствует 30 саундтреков на последующих зонах. Например, на Desolation's Corruption можно с вероятностью 100% словить фатальную ошибку, из-за чего дальше играть просто невозможно. Да и с оптимизацией на очень слабых устройствах могут возникнуть проблемы. Но все же на большинстве современных телефонов порт работает хорошо, так что он определенно заслуживает вашего внимания. На данный момент в порте доступен только геймплей за Tails'а. В последних видео ZAP показывал геймплей за Knuckles'а, но по его словам пока что релиз рута Knuckles откладывается на неопределенный срок из-за серьезных проблем с оптимизацией. В любом случае мы не теряем надежду и с нетерпением ждем новых обновлений порта NB Remake. Серебро в этом топе забирает Android порт игры Sally.exe Continued Nightmare IO 3. Данный порт был сделан по схожему принципу с портом NB Remake, но в плане играбельности он немного превосходит последний. Но как немного? Например, в порте доступны все концовки, большая часть сцен была адаптирована под слабые девайсы, поэтому не беспокойтесь. Игра запустится и будет нормально работать даже на вашем стареньком Lenovo. Чтобы вы понимали, для запуска игры у вашего смартфона должно быть не менее 1 гигабайта оперативной памяти, Android версии 4.4.2 и как минимум 4-ядерный процессор. Разработчик игры, Liosa 002, постарался над тем, чтобы вам было комфортно играть в игру на телефонах, за что ему можно сказать огромное спасибо. На первое место, как бы эта сторона ни звучала, мы не смогли определить какую-нибудь игру. Ведь все порты XZ игр, которые были показаны в этом топе и о которых вы, возможно, слышали, являются лишь хорошими играми для мобильных устройств. Прям лучшим их назвать трудно, но это не означает, что вы потратили время зря на просмотр данного топа. Мы с Micromaru показали лишь те XZ игры, в которые стоит поиграть на телефоне. Ну а первое место в этом топе вы сможете определить в комментариях. Мы обязательно прочтем их и увидим, какая же XZ-игра, по вашему мнению, является лучшей. Что ж, на этом мы заканчиваем этот ролик. Надеюсь, данный топ игр вам понравился. А если что-то не понравилось в этом топе, то, пожалуйста, аргументируйте свое мнение в комментариях. Спасибо за участие, ZAP. Всем пока, до новых встреч.